Спор на AliExpress открыт, но продавец не отвечает на него. Всем привет! Очень часто в комментариях мне задают вопрос, что делать, если продавец на AliExpress не отвечает на сообщения во время спора. Началось все с того, что 11.11 я заказал на AliExpress различные игрушки для детей. У одного из продавцов я выбрал очки с глазами на пружине. Ссылку на продавца я оставил в описании. 17 ноября я уже получил посылку. Внешне она казалась хорошо упакованной. Как обычно, я собрался делать распаковку на видеокамеру, но в последний момент я увидел, что заряд аккумулятора в видеокамере очень низкий, и мне пришлось делать видеосъемку на фотоаппарат. Минус такой съемки заключается в том, что на полупрофессиональной зеркалке Canon EOS 70D видеофайлы получаются с очень большим битрейтом и, как следствие, очень большого объема. В случае необходимости предоставления доказательств это будет доставлять существенные неудобства. О решении подобного рода проблем я расскажу далее. Я делаю распаковку. Я снимаю на видео, как выглядит посылка. Обязательно показываю отсутствие повреждений упаковки. Выкладываю содержимое посылки. И показываю, что в упаковке ничего больше не осталось. Теперь на камеру начинаю показывать каждый товар по отдельности. В любом случае все товары должны оставаться в кадре. На втором осматриваемом товаре я замечаю, что элемент товара поврежден. А на другой части товара некачественно нанесена краска, и она частично отслаивается. Беру третий товар и вижу, что он также имеет повреждения и отслоение краски. Результат этого заказа: 2/3 посылки пришло с браком. Очевидно, что имея доказательства некачественного товара, который пришел с механическими повреждениями, я буду возвращать деньги. По предыдущим моим спорам я знаю, что большой объем видео доказательств может стать серьезной преградой к их загрузке на сайт AliExpress. Я открываю видеоредактор и конвертирую видео доказательства в другой файл, но с меньшим битрейтом. На 4-ядерном процессоре обработка файла с высоким битрейтом занимает достаточно продолжительное время, поэтому проскочу этот момент. Итак, новый файл готов, и видео с доказательствами занимает уже не 1,33 гигабайта, а только 118 мегабайт. Теперь иду на сайт AliExpress. части страницы с товаром нажимаю «Открыть спор».
и еще раз открыть спор. Только возврат. Ожидаемое решение. Только возврат средств. Получили ли товар? Да. Возникшая проблема. И тут можно выбрать, по какой причине открыть спор. У меня два варианта. Проблемы с качеством или товар поврежден. Я выбрал второй вариант, несмотря на то, что доказательства по любому из вариантов хорошо видны на видео. Далее выбираю «Товар доставлен поврежденным». При выборе суммы возмещения, которую я буду требовать, я должен исходить из того, что указано на сайте. При выборе суммы возмещения старайтесь требовать обоснованную, разумную сумму. Это значительно увеличивает шансы на победу в споре. Я взял максимальную сумму, разделил на количество товаров посылки и умножил на количество товаров, по которым у меня есть претензии. Определившись с требуемой суммой, я вписал ее на сайт AliExpress. Теперь пишу описание к спору. В нем я указываю на трагическую ошибку продавца при подготовке к отправке. В споре я пишу на английском. В комментариях меня часто спрашивают, почему на английском, ведь есть Google переводчик. Google переводчик часто делает некорректный перевод. И хорошо, если просто некорректный. Бывает, что перевод оказывается полностью противоположным по смыслу. Итак, дорогой продавец, к сожалению, товар в посылке был поврежден до того, как я открыл посылку. Может быть, это произошло до упаковки, может быть, это причина некорректной упаковки, и это произошло в пути. Как результат, 2 из 3 повреждены. Я не могу подарить это детям. Я очень расстроен. В любом случае, я вынужден открыть спор на возврат части денег. Мне очень жаль. А теперь необходимо приступать к самому непредсказуемому – загрузка видеодоказательств. Если вы написали продавцу длинное сообщение, то обязательно скопируйте его на компьютер, так как загрузка видеодоказательств – это очень нудное и непредсказуемое дело. Загрузка идет очень медленно, сайт может выдать ошибку. AliExpress может прервать с вами сессию, если вы не переходите ни по каким ссылкам. В общем, риск потерять написанное сообщение очень велик. Есть способы борьбы с этим, но об этом я расскажу в другом видео. Итак, загрузка идет, и пока идет неплохо. Кстати, скорость моего интернет-соединения 200 мегабит в секунду, что явно не сопоставляется с тем, что можно наблюдать на экране. Видимо, сайт AliExpress очень перегружен. Пока запись стояла на паузе, сайт AliExpress выдал ошибку, а второй раз загружать видео доказательства такого объема не очень хочется, чтобы потом получить очередную ошибку. У меня есть опыт загрузки и большего объема видео на AliExpress, но сейчас я хочу побыстрее открыть спор и решил уменьшить разрешение видео, сделав новый файл в видеоредакторе. Ну вот, новый файл готов и весит всего 44 мегабайта. Иду обратно в спор и нажимаю «Добавить видео». Сейчас поставлю на паузу и надеюсь, что видео загрузится корректно. Видео загрузилось без проблем. В описании к спору я решил добавить, что слой краски отходит, и это очень плохое качество. Теперь нажимаю «Отправить», создав тем самым спор. Статус: ведется спор. Сегодня 17 ноября. Привлечение AliExpress 17 ноября.
То есть служба AliExpress должна в тот же день быть привлечена к спору. Буду ждать. Прошло чуть меньше 3 суток. За это время я несколько раз проверял состояние спора. Продавец в него не вмешивался, не писал никаких сообщений. Утром мне пришло сообщение с AliExpress, что спор закрыт. Давайте теперь посмотрим историю спора и по какой причине был закрыт спор. 17 ноября я открыл спор. 19 ноября служба AliExpress вынесла решение в мою пользу. Вы не достигли соглашения с продавцом, сумма к возврату определится предыдущим решением. А предыдущим и единственным решением было мое. Если продавец в споре вам не отвечает, это хорошо. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и удачи вам в спорах.